Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь, и сегодня я буду шить вот такие лоскутные шашки. В детстве я очень любила играть в шашки. Меня научил папа. И не только я. Все в то время все любили. Шашки – это была одна из самых массовых и популярных настольных игр советского времени, моего любимого, как я по нему скучаю. Комплект для игры был в каждом доме. Пластмассовая такая коробочка, помните, с черно-белыми шашками. Но у кого-то была деревянная доска или картонное поле. Благодаря своей доступности шашки стали популярнейшим развлечением советского времени. И если шахматы ассоциировались с вдумчивой игрой, требующей сосредоточенности, то шашки выглядели быстрым и таким вот веселым досугом. На игру был спрос в рабочих клубах, домах пионеров, колхозах. Партию в шашки успевали сыграть и на перемене в школе, и во время обеденного перерыва на заводе. И особенно вот популярность шашек, она была заметна по вовлеченности детей. Они часто собирались на улицах, играли. В каждом летнем лагере непременно проходило первенство. А в путешествии, может быть, помните, брали такую вот магнитную версию. Но сейчас многие относятся к шашкам снисходительно и считают упрощенной версией шахмат. Но в Советском Союзе существовал просто культ шашек. Их даже изображали на марках, выпускали коллекционные наборы, сувенирные шашки, вот, украшенные такие вот резьбой на бересте. Но, несмотря на все на это, настало время, когда такие вечные игры, как шашки, шахматы, карты, стали уходить в прошлое, в забвение. Потому что с появлением компьютеров, вот этих современных гаджетов, всех телефонов, этих компьютерных игр, появилось вот столько альтернативных вот этих развлечений, что про шашки и шахматы стали забывать. Я считаю, совершенно незаслуженно. Поэтому я решила внести свой вклад, чтобы, как сказать, к возвращению этой игры в массы и начать со своей семьи. Поэтому я решила сшить набор шашек для своей семьи. Я решила остановиться на таком вот классическом варианте по цвету, да, взяла черный и белый цвет. Вот. Ну и как вы видели ранее, я вырезала сначала полоски шириной 10 сантиметров, сшила их между собой поочередно, белую, черную, и потом нарезала снова на полоски по 10 сантиметров и уже сострочила. Вот такая у меня получилась шахматная доска. Так, вот тут я показываю, какой я собрала сэндвич. Внутрь проложила синтепончик. Все это я сколола на булавочке. Ну, я первый раз делала именно такую работу, и мне вот эти вот булавочки, иголочки оказались неудобными. Надо, наверное, на застегивающиеся булавки все это скреплять, потому что в процессе, когда я шила, они у меня постоянно выпадали, выползали прямо оттуда. Сползали и выпадали на пол. Вот. Ну, других не было, поэтому, как говорится, и так обошлась. Все хорошо получилось. Вот у меня тут уже готовая доска, коврик. Я простегала только черные подушечки, квадратики. Здесь вот плохо видно на черном. Но вы знаете, не потому, что у меня так было задумано, да? Просто я бы, конечно, и белые простегала, но как-то у меня не очень с застежкой было, поэтому я остановилась только на черных. Вот тут я показала, какие я сделала все-таки побольше размеры шашек. Из картонки я вырезала кружочки. Вот маленький это был первоначальный вариант. И вот я в технике йо-йо решила сделать эти шашечки.
Кто не знает, что это за техника, нажимайте на подсказку, попадете на видео, где как раз я подробно про технику ее рассказываю. Либо же оставлю ссылку в описании. Вот. И еще пока я шила, я думала, все так классно получается, а вот думаю, если все это замызгается, если будет востребовано и мы будем часто играть, это же надо будет постирать впоследствии, да, там через какое-то время. А у меня везде картон. Думаю, как же я стирать буду? Ну, я, конечно, уже никак буду новый шить, если этот уж совсем будет в неприглядном виде и требовать стирки. Я тогда сошью новые шашки. А для тех, кто будет только делать и будет планировать, как бы, чтобы это на долгие года, да, хватило, то тогда я советую вместо картона использовать, например, пластиковую папку и вырезать кружочки из нее. Тогда можно спокойно все стирать будет. Вот. Ну вот я уже тут показываю, сделала я и черные, и беленькие уже все, сколько мне нужно, по 12 штучек их. Вот. И вот такие вот кругляшочки я тоже сейчас обошью тканью и буду закрывать и верх, и низ. Но низ как бы он и не требует, чтобы закрывать там чего-то, да, а красные вот эти вот кругляшки, это у меня специально на каждой шашке, на тот случай, если она вдруг в игре станет, попадет в дамки и станет дамкой. Тогда она же должна как-то отличаться от других шашек, поэтому ее переворачиваешь красненькой вот этой кнопочкой кверху, и сразу видно, что это дамка. Вот, это с нижней стороны. Вот мой тигр домашний опять тут мешается, как всегда. Там я и пуговицы, видите, примерялась, думала, что как сделать, но в итоге все-таки решила, пусть будет все из ткани, кружочки. Сверху у меня кружочки поменьше. Вот так я все тканью обтянула и тоже пришила. И еще, так как у меня шашка вот эта черная и квадратики черные из одной и той же ткани, то шашки было незаметно на квадратике, поэтому я вот такие вот стежки сделала в 2 ряда по краю. Ну и, естественно, уже тогда и на белых. Хотя на белых не требовалось, но там я сделала только лишь потому, чтобы они одинаково смотрелись. Вот. Ну, в общем, я осталась довольна. Вид у них получился классный. А вот сзади как это все выглядит, ну, просто здорово. Мне очень понравилось. Я прям довольна и считаю, вот круто получилось. Смотрите, какое одеялко вышло. Шахматная доска. Вот здесь я как раз повернула свет, видите, хорошо падает, видно, как у меня простеганы квадратики. Вот я с изнанки показываю такими мелкими мозгами. Я пыталась простегать, но стежка мне еще не очень хорошо дается. Ну, опять же, я сама виновата, я к этому подхожу безответственно. Надо все-таки как-то выбрать время, сосредоточиться и все сделать как положено. Подобрать нитки, иглу и все, и тогда дела пойдут намного лучше. А я как все в попыхах всегда. Вот. Поэтому у меня беда пока, беда со стежкой. Ну ничего, успеем еще. Вот смотрите, как это все смотрится на шахматном поле. Ну, клево вообще, прям, ну, супер. Мне нравится, я довольна. Я не знаю, как вам. Напишите в комментариях свое мнение. Но сильно уж там не ругайте меня, я потому что все время переживаю из-за каких-то негативных комментариев. Ну и как любой нормальный человек, да, потому что стараешься же каждый раз, а тебе кто-нибудь там начинает ругать, например, то не то слово сказал, то еще что-нибудь не так, то не понравилось, то не то сделал. Вот. Я художник, я так вижу. Мне очень нравится. Я вот даже со стороны смотрю, блин, круто.
круто, мне нравится. И на ощупь вообще вот эти вот ребристенькие такие складочки, это просто какое-то блаженство для кончиков пальцев. Вот так вот трогаешь и маешь вещи. Классно. Это не то, что там какие-то виртуальные компьютерные игры. Это вот все потрогать можно. Ну и тут вот мы с Барсиком разложились на диване. Барсик, будем играть партию? Но Барсик сказал, да, хорошо, будем. Эй, тигруля моя, тигруля. Мне кажется, все они всегда думают, ну, коты и кошки, да, что это всегда стелят именно для них. Ну, потому что не мой только такой, я и у других то же самое наблюдаю. Вот, видите, какая красота. Я никак не налюбуюсь, честно. Весь вечер вот смотрю и сына звала. Сыну, кстати, моему тоже очень понравилось. Очень. Он прям сказал респект. Классно. В общем, я довольна, положительные эмоции получила. Сыграть, конечно, пока не получилось. Барсик что-то вот слишком уж был занят собой. Я его и так и сяк уговаривала, но он что-то никак со мной так и не сыграл. Ну, а у меня на сегодня для вас все. Вот такая у меня получилась шахматная доска. Ой, шашечная. Ну, кстати, к ней можно и шахматы сшить потом в виде каких-нибудь куклёшек. Вот видите, как дамки выглядят. Вот так вот раз, перевернул, и сразу видно, что это дамка. Ну, а я с вами прощаюсь. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду очень рада. Вот. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.